Слава Украине! Привет всем от Полонского. Наша любимая рубрика «Потери российско-фашистских войск в Украине». Смотрите, пока путинские бандиты и террористы бомбили Киев и другие города Украины, вот вчера ночью наши им насыпали на линии фронта, что называется, почувствуйте разницу, а также склады военные, склады с формой и так далее, и так далее. То есть вот такие вот цели, абсолютно военные цели. То есть почувствуйте, еще раз говорю, разницу. Путин лупит исключительно по жилым объектам, даже не пытаясь это скрывать. То есть это лишь бы кошмарить жителей Киева, граждан Украины, кошмарить в других городах. Вот так вот. А наши делают то, что делают. Наши работают по военным целям. При этом вся критика со стороны администрации этого, господи, прости, не хочу даже имени называть, именно на нашу голову. Но это чтобы, как говорится, никаких иллюзий не было. По поводу иллюзий запишу отдельный ролик. Итак, пока путинское барахло стреляет по нашим, по гражданским, наши дают им перцу прикурить. 1060 уконтропупленных путинских федерастов, как корова языком слезала. И общее количество путинососов, которые пришли с оружием в руках в Украину убивать женщин и детей, но что-то не шмогли, как говорится, теперь составляет 945 330 голов. Уже все это дело летит таким уже товарняком к 950 тысячам. 3 танка за вчерашний день уконтропуплено, отправлено в металлолом вместе с экипажами, всего 10 тысяч. 694, и туда же в утильсырье 5 броневиков путинских. Вторая армия в мире получает звездюлей. Всего 22 312. 49 пушек путинских туда же в утильсырье. Списали к чертовой матери, да, их дроны наши контрапупнули. Всего 26 823. И один град туда же. 1369 всего. Ну и понятное дело, что вчера был налет дронный, и сегодня ночью был налет дронный, кроме ракет, это все мы прекрасно понимаем. Путину нужно выходить каким-то образом из войны, потому что армия накрывается тапочком. Трамп поддерживает своего патрона, как только может и чем только может. Кстати, некоторые говорят, что Трамп патрон Путина, некоторые говорят, что Путин патрон Трампа. Ну, тут пускай они свои там жабогодючие отношения сами выясняют. Но большинство сходятся на то, что есть такой коллективный трампопут. Я думаю, против никто ничего не имеет. Так, это очевидно. Даже американцы и американские послы и так далее, они на это намекают уже. Тут даже не о чем говорить. 134 дрона за прошедшие сутки, всего 33 660. Интересно, будет Трамп поставлять Путину дроны или нет, как думаете? А что там, как раз иранцы, у них же сейчас с Ираном там терки, договора всякие, вот почему бы не договориться, что иранцы поставляют такие дроны Путину, а Трамп поставляет такие дроны, ну вот, как говорится, все одно к другому. Да, 134... Одинаковая цифра, интересно. Грузовичка, да, за прошедшие сутки, туда же, в металлолом, к чертовой матери, все, 45 755. Да, вторая армия мира, бывшая вторая армия мира довоевалась. Вчера уже я вывешивал, как они на самокатах ходят в атаке, да, у них уже и грузовики заканчиваются, да, и пехом. Вот сегодня только выставил, внизу в описании к данному ролику есть ссылочка, можете полюбопытствовать, как они разлеглись там и отдыхают, да, в чистом поле. Интересно, никакой бронетехники рядом нет, их, видимо, просто послали вот так вот. Даже, знаете, я думал, может, осликов там дадут, верблюдов дадут, лошадок дадут, чтобы они тык-тык-тык-тык-тык-тык сделали, да, и хоть как-то там до позиции доскакали. Нет, догорцевали, не получилось. Их просто пешком подправили, ну и, как говорится, да, в одну сторону. Вот такая вот, ребята, картина. Единственное, что очень странно, еще раз скажу, что Трамп до сих пор считает вот это войско второй армией мира, в то время как они, ну да, их много, их больше, чем наших, это очевидно, но насчет техники, что-то я смотрю, не, ну хотя если Ишаков, самокаты, вот и прочее считать техникой, ну тогда, наверное, они даже не вторая, а первая армия мира.